Всем привет, особенно тем, кто подписался на мой канал с видео про лето. Да, это лотерея, никогда не угадаешь, что будет следующее. Мышап с Дорой или обзор радиоуправляемой модели. Для тех, кто давно в хобби, откровений здесь не будет. Но надеюсь, смогу заинтересовать кого-то, кто пока что не в теме. Если вкратце, то есть такие машинки с пультиками. Где пультик? Ну, как в детском мире, только дороже. Их много всяких разных бывает, но вот это трофи. Едет медленно, выглядит реалистично, воды не боится, порулить не дам. Можно купить готовую, выбор огромный, можно сделать свою. Я воспользовался вторым вариантом и всем также советую, потому что это интереснее. Про технику мы еще поговорим, но пока что я хочу рассказать, как это было. Ведь постройка даже масштабной модели — это всегда целая история. Так, например, начал я этим заниматься примерно года 2 назад. Вы можете подумать, что это долго, но закручивание гаек членом — это нелегкий процесс. Из-за того, что проект затянулся, он несколько раз сильно менял курс. Раньше я был белым. Он был 41-м москвичом и буханкой. И чем вообще только не был на самом деле. Просто что-то заворачивалось в самом начале, а что-то практически в готовом виде. И тем не менее, я решал раз за разом, что могу лучше, и начинал все заново. И если для итогового качества проекта это, наверное, хорошо, то не для качества этого видео. Потому что если сначала я снимал таймлапсы, и каждый абсолютный этап, каждый процесс с разных ракурсов снимал, потом мне надоело. Так что сегодня будем смотреть уже на результат. Кстати, раз видео было про 41-й москвич, то в нем, разумеется, была история модели и история завода, конкретно его закрытия. Да, как вы понимаете, я делал видео так долго, что завод отжали у Рено, и он теперь снова открылся. Остается только порадоваться. Нахрена я все эти материалы собирал, я не знаю. Но не буду долго томить, поговорим про само шасси. Его основа — это уникальная, от слова «кал», рама. Как же я пришел к именно такой конструкции? Всему есть объяснение. Для того, чтобы поместился полноценный салон, и шасси не было при этом слишком высоким, рама должна быть изогнутая. Изготовить такую раму можно несколькими методами. Например, согнуть, но мне нечем. Можно сварить или спаять, но мне нечем. Можно просто выпилить из какой-то очень толстой железки. Но вы поняли, мне нечем. В общем, в отсутствие инструмента и здравого смысла пришлось выкручиваться. Алюминиевый профиль был распилен и прикручен к пластиковой проставке. Как нетрудно догадаться, жесткость и прочность у такой конструкции отсутствуют как таковые. И поэтому, чтобы оно не разваливалось, хотя бы под собственным весом, добавлен центральный профиль. Еще в раме широко применяются напечатанные на принтере детали, алюминиевые полосы и металлконструктор. Это, кстати, вообще второе лучшее изобретение человечества. После скотча. Кстати, скотч тут тоже есть, мы до него дойдем. Движет все это великолепие 540-й коллекторный моторчик. Да, не лучшее, что могло бы быть, но чем богаты. Он крутит планетарный редуктор с понижением 1 к 17. С которого идет кардан на раздатку, с которой идут карданы на мосты. Задний мост, кстати, получился далеко, поэтому там есть промежуточный вал из гвоздя. Колесики, кстати, 120-е. Мосты, как можно видеть, тоже печатанные на принтере, но не обманите слишком сильно, печатаны у них только корпуса. Есть, конечно, прецеденты, когда люди печатали и привода, и шестерни, и это, разумеется, было надежным. Не очень. Поэтому только металл. Только Алиэкспресс. Привода тут от мостов AR60 аксиаловских, от Врайта, то бишь. И главная пара, в принципе, от него же, но только старого образца, которая с прямыми зубьями, большая. Подвешены мосты на рессорах. Рессоры, кстати, тоже с Али. Их можно было сделать, но, да простят меня трушные моделисты, не было уже никакого настроения извращаться с линейками и шпателями. Электроника вся под капотом. Замка тут, кстати, никакого нету. Держится он на скотче. Как и многое на самом деле в этой модели, но какая в сущности разница, все равно не видно. Те, кто в теме, кстати, уже угорают, потому что регулятор тут Quick Run 1060. Некоторые его на лебедке ставят, а тут он тягает модель тяжелую, как твоя мамаша. В любом случае, есть оно не часто, так что и пофиг. Хотя надо признать, когда едет все-таки, под капотом становится горячее, чем в лучших японских источниках. Вы понимаете, что я имею в виду. Тут же в подкапотке базируется приемник. Это база. И аккумулятор. Это довольно-таки удобно на самом деле, потому что для смены аккумулятора не нужно снимать кузов. Есть также рабочие фары. Где вы? Но есть один минус. Это дядя Коля, и он только откинулся. Они рабочие пермоментно. То есть выключаются только
Ну, либо отключением питания вообще в принципе, либо отключением из приемника. Что не очень удобно, как можно понять. Потом я, разумеется, впаяю выключатель. А еще можно аппаратуру просто поменять и с нее выключать. А еще можно звук сделать. Но это так скучно, и мне так лень. Под аккумулятором, кстати, довольно забавная защита от пролетающего мимо кардана. Изначально она держалась там гравитацией. Yes, science! Прекрасная, как вы понимаете, идея была так сделать. Но гравитации неожиданно не хватило, и пришлось усилить ее действие скотчем. Ну и разумеется, кузов. Да, это плод запретной любви Нивы и ежа. Потому что гладиолус. Что вы мне сделаете, я в другом городе. Зазоры, как можно видеть, получились довольно реалистичные, как для отечественного автопрома. Дело в том, что кузов состоит из 3 отдельных частей, которые прикручены к кривой раме. Сделано так было, потому что рама не просто кривая, она еще и гнется. Но справедливости ради, у такого решения есть и плюсы. Например, можно отдельно менять части кузова. То есть, если захочу, например, приделать другой зад зачем-то, я это быстро смогу сделать. Кузов был напечатан на 3D принтере, часть деталей сделана из листа вспененного ПВХ, стекла сделаны из ПЭТа, усилено все это стальными шпильками. Это, кстати, так себе идея была. Нет, ну в смысле нормальная, но лучше используйте карбоновые трубки. Они легче. Покрашено акрилом с баллона, а салон так вообще PF115. Да, я маньяк, не приближайтесь. Кстати, про салон, он здесь есть, он сравнительно проработан. Чтобы к нему попасть, нужно открыть двери, а это не так просто. Двери открываются все, но не всегда. Дело в том, что их рамки немножко не подходят по размеру. Я это потом, конечно, все исправлю. У меня, конечно, есть еще идеи, что тут можно доделать, запилить, переделать, пункт добавить. Создавайте что-нибудь и пробуйте новое. До встречи через миллиард недель.